Death Stranding looks interesting. What the hell is Death Stranding about? До выхода Death Stranding осталось всего лишь чуть больше недели. Но если, несмотря на обилие маркетинговых материалов и продемонстрированного геймплейного видео, вы до сих пор не понимаете, чего ждать от игры, то предлагаю сделать шаг назад, проанализировать все, что на данный момент известно, и попытаться вместе заглянуть в разум гения, чтобы наконец-таки разобраться, так о чем же будет Death Stranding. Итак, с вами Кирилл Эдж, и сегодня мы попытаемся заглянуть за кулисы игры от иконы геймдева, которая, по словам многих критиков, наконец наладит связь между миром кинематографа и компьютерных игр. Заваривайте кружку криптобиотов, запивайте энергетиком и поехали! В холодном и пустом мире, где произошел некий инцидент, получивший имя Выхода смерти, нам предстоит взять на себя роль Сэма Портера Бриджеса. Портер в данном случае подразумевает специальность доставщика, который переправляет грузы между поселениями разрозненного постапокалиптического общества. Как известно из геймплейных роликов, грузом часто будет служить запас яйцеклеток и сперматозоидов. Другими словами, генетический материал. Он рассылается организацией Bridges, специально для обособленных очагов цивилизации, которые теперь играют роль городов для выживших и находятся в бункерах далеко под землей, чтобы избежать негативного воздействия таймфолла или времяпада, дождя, который при соприкосновении с органикой незамедлительно состаривает и разлагает все, к чему прикоснется. Информация о содержимом этого груза очень важна, так как многое рассказывает о мире. Также давайте держать в голове, что в результате инцидента Death Stranding позвольте мне впредь называть его шеством смерти, чтобы отделить внутриигровой термин от моментов, когда я говорю о самой игре, так как вариант перевода «выход смерти» из оригинального трейлера PlayStation Russia скорее намекает на то, что смерть совершила каминг-аут. Большая часть населения планеты вымерла. Теперь давайте представим, в каком мире необходимо переправлять генетический материал из одного поселения в другое, и это непременно является одной из первостепенных задач выживания. Варианта 2. Первый подразумевает, что в городах-бункерах, именуемых теперь узлами, осталось слишком мало людей, и генетический материал нужен для расширения и обновления генофонда, чтобы избежать генетических заболеваний в результате вынужденного инбридинга. Второй же вариант гораздо интереснее и дает нам несколько предположений, от которых мы вполне можем отталкиваться, получив больше информации о мире. Что если в результате шества смерти все беременные и пытающиеся забеременеть впоследствии девушки оказались в коме с диагностированной смертью мозга? Зачатие естественным путем в таком обществе невозможно, поэтому для поддержания населения необходимы две детали. Первая – это искусственная матка, которая является важным элементом игры. И вторая – это генетический материал, который должен переправлять между городами или узловыми точками главный герой. Тема связи во всех ее проявлениях, как неоднократно заявлял Кодзима в каждом интервью, является главной и обыгрывается на всех ступенях игры. Главный герой Сэм с определенных пор страдает от психического расстройства, ему неприятно прикосновение как проявление физического контакта. По словам Кодзимы, преодоление Сэмом его психологического барьера как ступень понимания важности человеческих связей – часть его эволюции по ходу сюжета. Но откуда же появилось данное отклонение? В кадрах нескольких трейлеров мы видим фотографию беременной женщины, стоящей рядом с Сэмом. Ее лицо размыто каплей таймфолла или же слез. Она – часть прошлого. Прошлое, которое не отпускает главного героя, о чем нам прямо заявляет героиня Фраджайл. Опираясь на содержимое трейлера брифинга, вместе с нашими прошлыми предположениями, мы можем заключить, что жена Сэма была одной из женщин, впавших в кому и потерявших ребенка в результате шества смерти. После этого Сэм покинул близких, так как ему стал неприятен любой контакт с ними, так как они напоминали ему о потере. Из проанализированных мной за все время материалов я могу предположить, что жену Сэма звали либо Джой, либо Лиза, либо Саманта. Это не настолько важно, но с выходом игры мы узнаем это наверняка. Следующим фактом, на который стоит обратить внимание, является фамилия Бриджес, которая является как фамилией главного героя, так и названием организации, которая пытается взять на себя роль правительства в рассыпающемся мире.
Вряд ли тут есть место случайности. Также Сэм заявляет, что теперь он не Стрэнд, что говорит о его принадлежности к семье Стрэндов в прошлом. А значит, у Бриджит Стрэнд было две дочери. Первая — это Амели, а вторая — жена Сэма, которых мы и видим вместе с матерью и Сэмом на фотографии. Таким образом, шество смерти стало как трагедией человечества, так и личной трагедией Сэма. Но что же послужило причиной трагедии? Для того, чтобы разобраться в этом, нам необходимо взглянуть на отца Сэма и бывшего главу организации Bridges. Очевидно, между ним и покойной президентом Америки Бриджит Стрэнд когда-то тоже была связь, что весьма сильно сблизило крупную корпорацию и структуру власти. Также отец Сэма, очевидно, был человеком, у которого была мечта, и это была мечта о технологическом прорыве, о возможности связать людей, связать посредством хиральной сети, которая, используя прорывную технологию, могла передавать огромные объемы данных, а возможно даже и перемещать материю, используя кубиты. Чтобы понять, как это повлияло и повлияет в дальнейшем на мир, давайте для начала разберемся, на основе чего могла бы работать хиральная сеть. Для подключения нового терминала к хиральной сети Сэм использует жетоны Кьюпида, содержащие набор формул, среди которых уравнение поля Эйнштейна, радиус Шварцшильда, уравнение Дирака, уравнение квантовой запутанности, а также, что самое интересное, уравнение реакционно-диффузной модели, используемое для обобщенного описания полей, и в частности, поля Хиггса. Именно оно нас и интересует, так как фактически является ключом ко всему происходящему в игре. Но не будем забегать вперед. При подключении терминала мы можем наблюдать два эффекта. Первый — это кратковременное отсутствие гравитации, а второй — это активное проявление у Сэма хиральной аллергии. Тут стоит пояснить, что хиральная аллергия у главного героя предупреждает о близости BT, то есть местных монстров, которые, очевидно, являются хиральными созданиями. При их большом скоплении в регионе так называемая хиральная плотность повышается. Так о чем же нам говорят полученные данные? Начнем с поля Хиггса. Если не углубляться в детали, поле Хиггса — это то, что позволяет всем объектам иметь массу, а значит и подвергаться гравитационному воздействию. Помимо этого, поле Хиггса также не дает объектам двигаться быстрее скорости света. Фактически, поле Хиггса — это то, что склеивает нашу реальность. Так что же мы получим, если нам удастся изолировать от него некое пространство? Естественно, речь идет о художественной условности, пренебрегающей рядом серьезных последствий данного процесса. Но если данный процесс нам удастся, то мы избавимся от гравитации, а также сможем использовать изолированный канал для мгновенной передачи информации и даже телепортации. Эффект антигравитации мы наблюдаем, как указывалось выше, при активации каждого нового терминала хиральной сети, а также при большом скоплении хиральных созданий, то есть при повышенной хиральной плотности региона. Телепортацию мы сможем наблюдать при использовании быстрого перемещения, скорее всего с помощью сети Fragile Express, а также в игре присутствует персонаж по имени Хиггс, наверное совпадение, являющийся одним из группы Homo Demens. В трейлерах он спокойно телепортируется. Уже на этом можно спокойно заключить, что действие хиральной сети полностью связано с полем Хиггса, а также заключить о связи вышеуказанного поля с хиральными созданиями, при появлении которых мы часто можем наблюдать эффекты, схожие эффектом при изоляции поля Хиггса. Другое подтверждение этому мы также можем наблюдать, когда Хиггс, управляя черной субстанцией, создает BT-ловца прямо на глазах у игрока. В процессе этого мы видим, как маска, которую он использует, оказывает гравитационное воздействие на черную жижу, увлекая ее за собой и впоследствии закрепляя ее хиральной энергией. Следовательно, вся хиральная сеть, которую хочет построить Bridges, оперирует на тех же принципах, которые являются необходимым условием существования BT в нашем мире. И это уже интересно, ведь тут мы можем вплотную подойти к инциденту, приблизиться к причине шества смерти настолько близко, насколько можем до непосредственного релиза игры. Когда Сэм изначально отказывается от работы на Bridges, он заявляет, что построение сети ничего не решит, и не нужно удивляться, когда она развалится вновь. А значит, что первая попытка построения и активации сети уже произошла когда-то в прошлом.
Судя по тому, что терминалы по всей стране были установлены только при проходе экспедиции Эмили, предыдущая сеть была всего лишь экспериментом, прототипом. И тут мы должны вернуться к отцу Сэма. Он стоял во главе корпорации Bridges, корпорации, наводящей мосты, создающей связи. В мире, где научились оперировать кубитами, в мире, который стоял на пороге открытия мгновенной беспроводной передачи любых объемов информации, телепортации материи, мире на грани нового прорыва. Человек, одержимый идеей, соответствующей главной идее игры, одержимый созданием связи, должен был стать новым Прометеем, принесшим огонь в мир. И вот, в день испытания, был ли это наземный ретранслятор, спутник, а возможно и целая сеть, включающая ретранслятор на Луне, происходит взрыв. Но мир охватывает не пламя, а повсеместные смерти беременных женщин. На Земле создаются условия, способствующие проникновению хиральной реальности в нашу. Пока же наш главный герой в одну секунду теряет жену и ребенка. И все это происходит по вине его собственного отца. В одном из интервью Кодзима заявил, что из-за того, что его отец умер, когда Хидео был еще маленьким, у него с детства остался некий незакрытый гештальт. И в каждой из своих игр он своего рода убивает отца, пытаясь написать подходящее окончание для своей незавершенной истории. Очевидно, и эта история не стала исключением. Человек, желавший объединить всех, стал причиной глобальной изоляции, катаклизмов, разобщения и множества смертей. Возможно, имя этому человеку Клифф Бриджес, а возможно, Клифф — это лишь ученый, который работал на компанию не в самый удачный момент. Но наверняка именно он, на фоне потребности спасти миллиарды еще внутриутробных младенцев, оставшихся без живых матерей, и разработает механическую утробу. Изобретение утробы — это очередной важный этап в истории мира Death Stranding. Клифф, работая над прототипом, спасает младенца. Возможно, именно этот младенец и был ребенком Сэма. И Клифф привязывается к нему. Клифф верит, что установление естественной связи важно. Механическая утроба подключается к человеку посредством двух кабелей. Иглы, обеспечивающей циркуляцию жидкостей с носителем-суррогатом, и электродов. При подключении утробы выясняется необычный эффект. Благодаря тому, что утроба поддерживает симуляцию связи младенца с его матерью, находящейся в коме, ребенок практически становится связующим звеном между нашим миром и хиральным, или, как трактует игра, так называемым миром мертвых. Таким образом, человек, подключенный к ребенку, смог впервые почувствовать и увидеть BT. Так как же и когда появились BT? После инцидента, те матери, жизнь которых перестали поддерживать, а также огромное количество тел на кладбищах и в моргах, в течение 10 часов обратились в BT. BT стали реагировать на признаки жизни и начали нападать на живых людей, чем не второе пришествие. При реакции с живым человеком происходила аннигиляция, порождающая взрыв, или так называемый void out, потому что, согласно лору игры, BT состоит из антивещества. Не спрашивайте, почему вся планета не аннигилировала от килограмма антивещества, и почему же оно не реагирует с воздухом. Очевидно, это очередная, условная, игровая интерпретация в угоду нарратива. Таймфолы, начинающиеся в местах с повышенной из-за большого скопления BT хиральной плотностью, быстро уничтожали все постройки и сделали поверхность Земли непригодной для обитания. Способность видеть BT в такой ситуации стала необходимостью для выживания. Выходит, Бриджес напортачили, и Бриджес нужен инструмент. Младенцы, позволяющие видеть невидимых созданий, или, как их назвали, Бридж Бэйби или BB. Но Клифф не позволял относиться к младенцам как к орудию, и это серьезно мешало планам компании. Говорить, что ситуация не лучшая, это не сказать ничего, но плохая обстановка сыграла на руку руководству. В случившейся катастрофе люди винили Бриджес, и Бриджес по приказу Дай Хардмана инсценирует нападение террористической группы на лабораторию. Возможно, уже тогда они заявили, что это было дело рук Homo Demens, а возможно, дело до них дойдет лишь позднее, когда Бриджес начнет активно дискредитировать их деятельность с целью устрашения людей и реабилитации репутации компании для убеждения людей присоединиться к строящейся хиральной сети,
для защиты от так называемого общего врага. В результате нападения на лабораторию Клифф погибает. Возможно, именно он и есть отец Сэма, который был обучен в эпицентре первого эксперимента, что позволит ему впоследствии манипулировать другими BT после смерти. А возможно, отец Сэма умер еще в первом инциденте. Так или иначе, после нападения на лабораторию действующим главой Бриджес уже точно является Дай Хардман. Сэм покидает семью и, чувствуя отстраненность и грехи отца на плечах, начинает делать все, что может. Буквально соединять мир по кирпичику, налаживая транспортировку между городами. На помощь в этом деле ему приходит обнаружившаяся после инцидента хиральная аллергия, позволяющая ему чувствовать и избегать BT, а также фактор экстинкции, делающий его кровь и прочие физиологические жидкости организма вредоносными как для BT, так и для хирального мира, что позволяет ему возвращаться из войдаутов. Таким образом, его личная трагедия созвучна трагедии мира и основному конфликту игры, теме одиночества и изоляции, противопоставленной потребности в связях и сопричастности, практически исчезающим в современном мире, в котором иллюзия общения, опосредованная техникой, на самом деле ведет лишь к еще большей изоляции, замкнутости в себе и непониманию. Таким образом, Бриджес заполучили BB, но для их эффективного использования BB должны быть спокойны и счастливы. Они должны находиться в гармонии с суррогатом, в естественной связи, о которой говорил Клифф. Так как же эту проблему решили в Бриджес? Они стали использовать окситоцин, гормон, вызывающий у младенца привязанность. Тут возникает вполне интересная аллюзия. Бриджес использует младенца как инструмент со сроком эксплуатации. Вызывает искусственную привязанность окситоцином. Их интерфейс для управления хиральной сетью представляет собой наручники, которые человек, судя по всему, сам не может полностью снять. Таким образом, они говорят о связи, но на деле олицетворяют собой связь насильную, власть, контроль. Если же мы посмотрим на их антагонистов, Homo Demens, то при манипуляции хиральной энергии их кобас BB подсвечивается красным. Конечно, это может быть и исключительно стилистическое решение, но обычно такие цвета коб принимает, когда уровень окситоцина низок, или ребенок находится в состоянии сильного стресса и, как следствие, не способен фокусироваться на потустороннем мире. Предположу, что Homo Demens не используют окситоцин, и их связь с BB естественна, даже если речь идет об агрессии по отношению к внешнему врагу. Таким образом, Homo Demens скорее представляют в игре связь. Вряд ли мы увидим конфликт между хорошей и плохой стороной. Бриджес, скорее всего, будет представлять собой закономерное зло, в то время как Homo Demens примут сторону добра, но хаотичного. И, конечно же, все в конечном итоге будет решать наша перспектива на происходящие события, которая непременно должна измениться с эволюцией главного героя. Одним из ключевых персонажей, который представит героя новую перспективу, наверняка станет мама, то есть героиня Маргарет Куэлли. Она является матерью, судя по всему, пережившей выкидыш во время шествия смерти. Это спасло жизнь ей, но связало ее с мертвым младенцем. И с тех пор, не желая отпускать его, она вынуждена не покидать своего убежища, чтобы ее BT не попал под таймфол и невидимая пуповина не разорвалась. И раз уж мы заговорили о BT, стоит остановиться и дополнить пару слов о них. Вероятнее всего, история BT – это также вопрос перспективы. Скорее всего, BT становятся умершие люди, у которых остались важные связи, которые они не в состоянии отпустить. И вернувшись в мир, все, что они могут, это чувствовать дыхание и слышать звуки живых, не видя их самих так же, как обычные живые люди не в состоянии увидеть их. Таким образом, живой человек рано или поздно попадает к ловцу, умирает и сам становится BT. Возможно, в игре также используется аллюзия, в ключе которой каждый из главных персонажей представляет собой определенную стадию принятия смерти. Например, мама — это отрицание, Хартман — торг, Дай Хардман — гнев, Клифф — это принятие и тому подобное, но пока сказать наверняка в любом случае трудно. Итак, на определенном этапе игры ангар Бриджес, являющийся убежищем мамы, пострадает. Будет ли причиной этому окончательное разложение конструкции от таймфола
или же нападение извне, но так или иначе часть крыши обрушится. BT мамы попадет под дождь, пуповина разорвется. Он не узнает и покинет ее. И тогда Сэму предстоит доставить маму либо в медицинское учреждение, либо в штаб Бриджес. Очевидно, именно в этот момент путь Сэму преградит Хикс. Скорее всего, это будет их вторая встреча, и появится он здесь потому, что понимает, что персонаж мамы потерял кого-то важного. Кого-то, кого она желает вернуть, как и все в Homo Demens. Наверняка это является частью их перспективы, их взгляда на мир. Они знают, что BT — это не просто монстры, какими их выставляет Бриджес, а ушедшие люди, потерявшие близких. Они отрицают искусственную привязанность за счет окситоцина, за счет чего более близко связаны со своими BB, и посредством них, скорее всего, могут более тесно взаимодействовать и с другой стороной. Они мешают созданию хиральной сети, нарушающей баланс с хиральным миром, и пытаются понять природу шествия смерти для того, чтобы воссоединиться с близкими. Бриджес заявляет, что именно Homo Demens является причиной массовых самоубийств в некоторых городах. Но что если Homo Demens лишь объясняют людям, что создание с другой стороны — это оставившие их родственники в поисках потери? После того, как инцидент забрал близких почти у каждого оставшегося в живых человека, услышав подобное утверждение, сколько людей не захотят прекратить свои страдания, имея доказательства существования загробной жизни и обещание воссоединения с близким перед ним? Да, эта группа является по сути экстремистами, но полностью положительных сторон от мира Death Stranding я не жду. Мы говорим о людях, а у людей всегда есть свои, зачастую неблагородные мотивы и темные тайны. Поэтому не стоит думать, что все представители Homo Demens разделяют полностью одинаковые убеждения, ровно как и представители Bridges. И вновь возвращаясь к представителям Bridges. Хикс понимает, что если именно сейчас, пока боль от потери сильна, поделиться с мамой информацией, которой они располагают, то она, скорее всего, примкнет к ним. Не стоит также пренебрегать и индийскими штампами. Вполне может сказаться, что Хикс был отцом ребенка мамы или ее братом, и поэтому у него есть свой личный мотив в том, чтобы забрать и переманить ее на свою сторону. Так или иначе, эта игра будет постоянно красной нитью пропускать тему связи через повествование и игровой процесс. Поэтому и такой поворот возможен, если он поддерживает внутренний конфликт игры. Так или иначе, ему все же удается отвлечь Сэма сражением с вовцом и забрать маму. Позднее мы, вероятно, увидим ее уже на стороне Homo Demens, и, возможно, именно она раскроет для нас их перспективу на мир. Говоря об общей канве сюжета, игра, скорее всего, начнется после того, как Сэм уже покинул семью, но еще не присоединился к Бриджес. Он работает портером, по кусочкам пытаясь исправить ошибки прошлого, ровно как и восстановить свой внутренний мир, пытаясь при этом ни с кем особо близко не сближаться. На полубезжизненной местности их будет двое — человек и дождь. И именно от дождя он и укроется в пещере, где впервые встретит Фраджайл, девушку, пережившую трагедию, слабую, но окрепшую, во многом похожую на него, которая предложит ему работу. Возможно, уже тогда это будет предложение работы на Бриджес, возможно, работу на Fragile Express. Именно здесь нас впервые познакомят с одним из видов BT, невидимым, оставляющим следы в виде ладони, вероятно, объясняя механику скрытности, оставаясь на месте и задерживая дыхание. Вероятнее всего, именно после этого они отправятся в город, и Сэм вновь встретится с Бриджит. Он откажется от работы на Бриджес, но в дальнейшем они вновь обратятся к нему, сообщив, что Бриджит умерла, и, возможно, ее последней волей будет, чтобы именно Сэм доставил ее тело вместе с конвоем отряда избавления от тел на кремацию. Задача отряда состоит в доставке тел в крематорий для избежания появления новых BT, но все идет не по плану, и на конвой нападают, в результате чего Сэм впервые попадает в Void-Out, а по возвращению впервые остается наедине с BB, которого ему передает другой член отряда. Так как он не имеет понятия, что делать с BB в состоянии стресса, вероятнее всего он и направится к Бриджес, где в конце концов соглашается помочь в построении хиральной сети. Но что же будет для нас эндгеймом? Покрыть весь мир кабелем? Вероятнее всего, по мере расширения покрытия хиральной сети,
Возрастающая изоляция поля Хиггса прямо или косвенно вызовет возрастающее количество хиральных аномалий. Без поля Хиггса, без связующих кирпичиков реальности, либо один мир напрямую начнет проникать в другой, либо, напротив, связь между мирами будет нарушаться. Как следствие, умершие будут не в состоянии попасть на ту сторону. Будет расти количество BT. Та сторона будет пытаться держаться за наш мир, пуская в него стрэнды, те нити, которые свисают с воздуха и уходят в небо, для того, чтобы не дать реальности окончательно развалиться. Таким образом, хиральная сторона реальности будет ненамеренным агрессором. Ведь после изначального запуска хиральной сети умершие были отрезаны от возможности уйти на ту сторону, а та сторона, в свою очередь, вынуждена все больше цепляться за нашу реальность, чтобы окончательно не потерять связь с нашим миром. Быть может, именно Клифф играет роль разумной связи между мирами, а возможно, он лишь также пытается вернуться к своему потерянному Биби, которого у него отняли. Но считая их агрессорами, пытаясь восстановить цивилизацию, мы разрываем изначальную связь между мирами. Мы не понимаем, что фактически не отпускаем ушедших, что мы и наш технологический прогресс в погоне за объединением – это в первую очередь причина самоизоляции, что в погоне за решением проблемы мы сами стали проблемой, и решение только одно – разрушить хиральную сеть, чтобы восстановить баланс миров, чтобы мертвые смогли обрести покой в своем мире, чтобы живые могли наконец выбраться из-под земли и начать строить связи лично. И кто знает, возможно, чтобы уничтожить изначальный ретранслятор, нам придется вновь обойти весь белый свет и отправиться туда, куда мы даже не помышляли, возможно, даже на Луну. Рад, что вы досмотрели видео до конца. Если вы хотите увидеть небольшое видео с дополненными фактами по итогам информации, подтвержденным последним трейлером, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы показать, что вам понравился мой контент и вы ждете продолжения.